Приветствую всех, дамы и господа. Рыбаки, не очень сегодня мы на пляже. Пляж довольно-таки грязненький. Тут очень много мусора в виде морской травы, деревьев, веток, бытового мусора. Но тем не менее это пляж, самый настоящий пляж. В разгар сезона здесь полно отдыхающих. Здесь купаются, и помимо купания здесь добывают моллюсков. И в этом видео я покажу вам одно из увлекательных занятий местных жителей по добыванию моллюска. Мы будем собирать моллюсков, но собирать не в полном смысле этого слова, вот как собирать. Мы будем их выкапывать специальным инструментом. Специальный инструмент – это не что иное, как вилы, переделанные определенным способом. То есть за основу взяты, собственно, вилы и сделаны вот таким вот способом. Как ими управляться, в этом видео я вам покажу. Ну, конечно, конструкция этих вил может быть разная, но это вот одна из основных. То есть мы этим инструментом будем моллюсков не собирать, а выкапывать из песка, из грунта. К сожалению, сегодня я забыл дома вот этот ремень, так называемый налобник на голову, который одевается под камеру. И из сегодняшнего видео придется снимать либо со штатива, либо с руки, что как бы не очень удобно. Все-таки какие-то моменты именно при съемке там с груди, с головы, лучше, интереснее получается. В конце концов, не исключено, что мы еще раз выберемся сюда, и я немножко по-другому видео сделаю. А пока, как получится, я постараюсь. Сейчас отлив. Вода потихоньку уходит. Вот там, где стоит камера, сейчас уже суша. И там, где стою я, скоро будет суша. И, ракушка, она живет в воде, в песке. И, соответственно, ее можно сейчас копать и здесь, и там на суше. Мы начнем вот отсюда, здесь походим, там походим, туда сходим. Вода уходит, и становятся видны всякого рода моллюски. Так называемые морские улитки некрупного размера. Попадаются очень даже вполне неплохого размера. Но мы будем собирать другую ракушку. Весь берег усыпан этими моллюсками. Эта ракушка живет в песке, и ее в некоторых регионах называют песчанка. И чтобы ее добыть, нужно ходить и вилами вот так вот пробовать песок, то есть нащупывать. И когда вилы упираются в ракушку, мы это чувствуем, как будто мы вот в камень уперлись, и начинаем ее выкапывать. И вот так вот шаг за шагом, метр за метр, местные жители ходят и вот этим вот инструментом прощупывают дно. Так, и кажется, я вот что-то уже нащупал. Вот что-то такое, как камушек. Ну-ка. Тут еще проблема в том, что, как я там вам показал, дно усыпано прочими моллюсками. И поэтому легко ошибиться. Помимо всего прочего, тут много и пустых ракушек, и камушков. Поэтому можно ошибиться. Но все равно приходится все это выкапывать и смотреть.
Вот опять я во что-то уперся вилами. Давайте посмотрим. Ого, вот, пожалуйста. Попалась. Вот такая конструкция нужна для того, чтобы, когда мы нащупали ее на дне, поддели, и она вот сама вот сюда вот скатилась. Пожалуйста. Сейчас я вам расскажу, что это за ракушка. Конечно, с руки, ну, достаточно неудобно. Вот, к сожалению, так получилось, что я налобный ремень забыл. Ну, придется так. Вот, я за кадром уже насобирал несколько этих ракушек. Они бывают и такого размера, и даже чуть больше, и поменьше. Этого моллюска называют, у этого моллюска такое немножко необычное название. Называется она спизула. Некоторые называют ее еще сахалинская мактра. Вот кому как удобно, кому как нравится. Помимо моего региона, этот моллюск также, ну, проживает, его добывают, насколько я знаю, в Приморье. И в Приморье все-таки, опять же, насколько я знаю, чаще употребляют название песчанка. И также этот моллюск, ну, хорошо известен, его также добывают в пищу в Японии. У нас в кулинарном плане широкое применение находит этот моллюск. Это помимо вот добычи для еды, это превратилось, ну, в своего рода даже такой массовый отдых. Ну, в сезон, в летнее время, когда тепло, выезжают люди целыми семьями, и вот таким образом добывают этого моллюска. И сегодня, я думаю, часика два мы с вами поковыряемся вилами в песочке и пособираем эти ракушки. Вы можете видеть на берегу, вот машины стоят, там дальше вот люди уже выходят, собирают. Некоторые с помощью лодки. С помощью лодки, ну, можно перейти подальше на косу, и там, соответственно, возможно, этой ракушки больше. То есть все-таки под самым берегом, ну, так называемый прессинг довольно-таки высокий, но тем не менее ракушки хватает всем. В этом районе даже существует промышленная добыча этого моллюска. Маленькие суденышки ходят недалеко от берега и с помощью драк добывают этого моллюска, ну, уже в коммерческих целях. Сейчас я вот, когда сюда ехал, я одно из этих суденышек видел, но сейчас я его не вижу. Наверное, оно вот в том направлении ушло. Вот сегодня будний день, хочется сказать, и сегодня людей, собиральщиков, копальщиков этого моллюска достаточно мало.
Как видите, помимо спизулы, здесь достаточно и других моллюсков, которые вполне годны к употреблению, вполне интересны, но в кулинарном плане. Но сегодня наша цель именно спизула, а все прочие моллюски пускай остаются, пускай живут. Может быть, когда-нибудь потом мы с вами выберемся и что-то другое пособираем. Как правило, люди специально подбирают такое время, чтобы и отлив был хороший, и не было волны сильной. Вот сегодня прям идеальное время для собирания этих моллюсков. Хороший отлив, и на море практически штиль. Вот под берегом только вот небольшая волнишка, но это совершенно не проблема. Специфика этого побережья такая, что здесь практически всегда, вот как вы можете заметить, практически всегда вода такая вот мутная. Тут дно песчаное с примесью ила. И вот волнами ил поднимает, и практически всегда в воде стоит вот эта вот взвесь из ила. И вода, ну, я не помню, чтобы она здесь была чистая. Вот она практически всегда вот такая вот. И вот в такой среде, собственно, и живет, и любит жить, размножается этот моллюск. Я сейчас ходил, собирал ракушку, выкапывал, и надо сказать, что, ну, чем поглубже, тем все-таки ее побольше. Но, к сожалению, вот мне штатива, высоты штатива не хватает, чтобы в том месте поставить его и поснимать. Вот проблема, как я уже сказал, съемки с рук и со штатива. С головы, вот если камера на груди или на голове, можно снять близко неплохие кадры. Сейчас я лишен этой возможности. Вот. Но в то же время снимать и рассказывать долго здесь не получится. Тут технология очень простая. Вот заходишь и вот на таком ограниченном пространстве начинаешь копать. Накопал сколько тебе нужно и уехал. Это не рыбалка. На рыбалке можно весь день рассказывать и снимать. Тут специфика такая, немножко другая. Я походил совсем немножко. И, в принципе, я себе на ужин уже насобирал. Вот такой вот мой улов. Ну, как бы предварительный. Тут все как всегда. Но кому-то нужно немножко вот на покушать. Кто-то заготавливает впрок, кто-то собирает ради каких-то там коммерческих целей. Вот, впрок и коммерция меня не интересует. Мне интереснее еще разок приехать, еще раз покопать. Я думаю,
По-хорошему, сейчас, вот сегодня, есть еще время часика 3. Вот пока закончится отлив, потом начнется прилив. Но мне не нужно столько ракушки, поэтому буквально чуть-чуть покопаем и будем заканчивать. Потому что, ну, мне этого достаточно на покушать. Вот еще тоже крупненькая. Вот, пожалуйста. Так, в садок я. Ну, вы знаете, я все-таки решил, что мне достаточно. Поэтому я иду на берег, иду к машине. Мне достаточно. Я скажу больше. Мне более чем достаточно. Многие люди предпочитают ракушку чистить на месте. Вот где добыл, там и почистил. Ну, дабы не везти все это домой. С эстетической стороны, конечно, выглядит это не очень красиво. Но, в принципе, это нормально. Как говорится, откуда пришло, туда и ушло. Гораздо хуже, когда люди оставляют бытовой мусор, а его здесь, ну, просто немерено. Просто ужас, что творится. Ну, к сожалению, вот живем мы вот так вот. Пожалуйста. Здесь чистили, здесь кушали, здесь гадили. Вот так и живем. Достаточно короткий получился выезд. Но, как я уже сказал, тут специфика такая. Вот море в руках вилы. Накопал, сколько тебе нужно, и уехал. Я думаю, вы получили представление о том, что из себя представляет так называемая спизула, как и где ее добывают. Я думаю, мы еще выберемся с вами сюда. Ну, может быть, не именно в это место. Туда можем съездить, туда посмотрим. Всем удачи. Увидимся.